Привет, роднулькины! Сегодня у нас будет довольно сложный выбор. Что купить, Xiaomi или Xiaomi? У нас сегодня Pocophone F3 против Mi 11 Lite. Меня зовут Роман, вы на канале SoftTouch. Поехали! Дизайн смартфонов вроде бы похож, но все же имеет некоторые отличия. Pocophone получил заокругленные края и весит на 40 грамм больше. Mi 11 Lite отвечает своему названию. Он очень легкий, тонкий и крышка здесь не перетекает в рамки. Даже создается впечатление, что рамки ровные, как у iPhone 12, хотя это не так, они также заокруглены. Задняя крышка в обеих моделях из стекла с матовым покрытием, а корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP53. В комплекте со смартфонами вы найдете блок с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт и переходник Type-C на 3,5 мм джек, потому что разъема для наушников в смартфонах нет. На нижней грани смартфона вы найдете только USB Type-C и внешний динамик. У Mi 11 Lite установлен экран с матрицей AMOLED размера 6,55 дюймов с разрешением Full HD+, 1080 на 2400 пикселей и плотностью пикселей 402 ppi. Формата 20:9 с поддержкой HDR10, частоты обновления 90 Гц и яркости 800 нит. Он защищен Corning Gorilla Glass 5-го поколения. У Pocophone F3 также экран с матрицей AMOLED размера 6,67 дюймов с разрешением Full HD+, 1080 на 2400 пикселей и плотностью пикселей 395 ppi. Формата 20:9 с поддержкой HDR10+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1300 нит. Он также защищен Corning Gorilla Glass 5-го поколения. Оба смартфона поддерживают режим защиты зрения, а также темную тему интерфейса, которая будет экономить заряд аккумулятора. В настройках можно скорректировать насыщенность дисплея и его цвета. Поддерживается и функция Always On Display, но постоянно отображаться она может только на Pocophone. У Mi 11 Lite максимальное время отображения в течение 10 секунд после поднятия смартфона или блокировки экрана. Частоту обновления можно вручную понизить до 60 Гц ради экономии заряда. На Pocophone установить частоту обновления 90 Гц нельзя, тут либо 120, либо 60. Экраны обоих смартфонов из коробки защищены заводской пленкой. Mi 11 Lite работает на 8-нанометровом Snapdragon 732G с видеочипом Adreno 618. Флеш-память версии UFS 2.2. Есть три конфигурации: 664, 6128, либо 8128. В тесте Antutu смартфон с 6 гигабайтами оперативной памяти набрал 290 тысяч баллов. Pocophone F3 работает на 7-нанометровом Snapdragon 875G с видеочипом Adreno 650. Версия флеш-памяти здесь UFS 3.1. Есть две конфигурации: 6/128 и 8/256. В тесте Antutu Poco F3 с 6 гигабайтами оперативной памяти набрал 595 тысяч баллов. Очевидно, что Pocophone, который позиционируется компанией Xiaomi в качестве бюджетного игрового смартфона, больше подходит для требовательных игр. С ним вы сможете комфортно и без лагов гонять мультиплеерные шутеры. Mi 11 Lite также позволит вам играть в AAA проекты, но уже с микролагами. Внутреннюю память можно расширить только в Mi 11 Lite, установив карту памяти microSD вместо одной из SIM-карт. Что касается коммуникации, здесь фактически идентичный набор. Это Wi-Fi модуль, который поддерживает стандарты ABGN-AC, Bluetooth версии 5.0 и NFC модуль для бесконтактной оплаты. Pocophone F3 также поддерживает новый стандарт Wi-Fi AX или Wi-Fi 6. Сканер отпечатков пальцев у обоих смартфонов встроен в кнопку разблокировки экрана. Достаточно удобное решение, которое к тому же работает быстро и корректно. Mi 11 Lite получил аккумулятор объемом 4250 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Pocophone F3 получил аккумулятор объемом 4520 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Технологии Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3+. В тесте Geekbench при максимальной яркости экрана и максимальной нагрузке на процессор полная разрядка у Mi 11 Lite заняла 7 часов и 23 минуты. У Pocophone F3 10 часов и 22 минуты. С фирменным зарядным блоком Pocophone F3 заряжается до 100% всего за 36 минут. Впечатляющий результат. Mi 11 Lite получил набор из трех камер. Основная на 64 мегапикселя, широкоугольная на 8 мегапикселей и макромодуль на 5 мегапикселей. Фронталка на 16 мегапикселей. Pocophone F3 также получил три камеры. Основную на 48 мегапикселей, широкоугольную на 8 мегапикселей и макромодуль на 5 мегапикселей. Фронталка здесь на 20 мегапикселей.
Итак, друзья, на основные камеры обоих смартфонов вы можете снимать видео с разрешением 4К, 30 кадров в секунду. Здесь применяется стабилизация, как видите, сейчас я несу смартфоны в руках, но картинка довольно стабильная. Насколько я понимаю, тут стабилизация электронная, картинка немного кропается, потому что если фотографировать на основную камеру, не на широкоугольный модуль, то фокусное расстояние немного отличается, то есть картинка немного пошире, а вот когда включаешь видео, то картинка немного кропается за счет электронной стабилизации. В принципе, электронная стабилизация работает довольно неплохо. Меня она полностью удовлетворяет. Здесь нет какого-то такого желейного эффекта, когда изображение размывается по краям. Меня это очень бесит. Но здесь такого нет. Давайте вот немножко поднимусь по лестнице, чтобы вы посмотрели, как оно будет гасить, например, такие вот шаги, серьезную тряску. Ну, довольно-таки неплохо. И на Mi 11 Lite я так замечаю, что картинка как-то желтит немного, на Pocophone картинка более нейтральная, такая ближе к реальности, как она сейчас есть в жизни. Мне больше нравится, именно по балансу белого. В остальном же, ну, как по мне, видео плюс-минус одинаковые, что касается детализации и работы экспозамера. Давайте в следующем видео покажу вам широкоугольные объективы. Сейчас я снимаю на широкоугольные объективы на обоих смартфонах. Здесь есть нюанс, он состоит в том, что на ширик снимать 4К уже нельзя, только Full HD 30 кадров в секунду. А вот такое вот есть у нас ограничение по функционалу. Что касается картинки, сейчас мне наоборот больше нравится картинка на Mi 11 Lite на широкоугольный объектив. Но это все очень субъективно. Вы можете в комментариях написать, картинка на видео и на фото, с какого смартфона вам лично нравится больше. Сейчас буду подниматься также по лестнице, чтобы вы посмотрели, как работает стабилизация. Она здесь также применяется. Картинка довольно стабильная. И давайте спущусь по лестнице. И в следующем видео покажу вам фронтальные камеры. Что, друзья, сейчас видео с фронтальных камер. Здесь вы можете снимать только Full HD 30 либо 60 кадров, а также HD видео 720p 30 кадров. Здесь, как вы видите, также применяется небольшая электронная стабилизация, потому что вот голову мне немного плющит из-за этой стабилизации, если вот так резко водить, да, то видно, что голову плющит. Это так называемый rolling shutter. Кто фотограф, видеограф, тот знает, что это значит. Но, как для обычного пользователя, я думаю, что вы вот так вот не будете делать постоянно, по крайней мере. Поэтому, если снимать вот так просто себя, стабильно, то эта электронная стабилизация действительно спасает. Вот сейчас я спускаюсь по лестнице. Напомню вам, что я смартфон несу просто в руках. И картинка довольно стабильная. Она мне действительно нравится. Опять же отмечу, что на Pocophone у нас баланс белого уходит в такой, ну, нейтральный, что ли. Я не знаю, то есть как бы сейчас погода такая смурная. Видите, вот тучки. Тучки у нас, солнца особо нет. И на Mi 11 Lite у меня кожа какая-то, ну, немного желтит. Это, как по мне, лично субъективное мнение. На Pocophone мне кожа больше нравится, то есть как бы цвет. В остальном особых претензий нет. Стабилизация неплохая. Спасибо Xiaomi, что они наконец-то докрутили вот такую хорошую стабильную стабилизацию без желе. Да, есть роллинг шаттер, но это нюанс именно, ну, такой, я бы сказал, технический. Он присутствует даже и на многих зеркальных и беззеркальных камерах, которые созданы для фото и видеосъемки. А уж что говорить о смартфонах, тут говорить особо нечего. Давайте вот прямо напротив солнца попробуем поснимать. В принципе, мне фронтальные камеры здесь нравятся, как для видео, так и для фото. Свое мнение, опять же, можете написать в комментариях, я с радостью почитаю. Друзья, давайте подведем короткий итог. Если вам нужен легкий и продуктивный смартфон для повседневных задач, то Mi 11 Lite это отличный выбор. Pocophone F3 пригодится вам, если вам нужен игровой смартфон не за все деньги мира. Также он может похвастаться хорошей автономностью. Какой из смартфонов вам понравился больше? Свое мнение пишите в комментариях. И, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и стучите в колокольцы, чтобы ничего не пропустить.